Привет, друзья! В особенности те, у кого в наличии есть маленькие дети в возрасте 5, 6 и 7 лет. В этом видео мы узнаем, чем отличаются педагогическая запущенность и задержка психического развития. Это знание будет полезно вам даже в том случае, если с вашим ребенком все окей. Начнем с небольшой, но очень остросюжетной истории со счастливым концом. В одном шахтерском поселке жил маленький мальчик по имени Петя. Мама его очень любила, и папа тоже очень любил. Но играть с ним не было у них никакой возможности. Папа ушел воевать за свободу и светлое будущее. А у мамы и так проблем хватало. То окна осколками побьет, то снайпер козу подстрелит, то похороны, детского садика и школы в поселке после очередного минометного обстрела совсем не стало. Никто с Петей не играл, и никто его ничему не учил. Только радио, когда удавалось добыть электричество, рассказывало о том, что с обеих сторон воюют плохие дяди. Когда пришло время идти в школу, мама перевезла Петю в город, где они стали жить в приюте для переселенцев из зоны боевых действий. Там было пыльно, мама постоянно ссорилась с какими-то тетками на кухне и плакала по ночам, потому что от папы не было никаких новостей. Ведь он оказался по ту сторону фронта, а Петя по эту. Наконец, мама нашла место в садике и отвела Петю в подготовительную группу. Самые светлые надежды и мечты грели сердце. Мама сказала, что теперь он будет рисовать, играть с другими детьми в разные интересные игры, учиться новому и станет умным мальчиком. Поначалу Петя очень старался. Пытался рисовать, но получалось что-то страшное. Пытался играть, но дети как-то холодно относились к нему и не делились игрушками. На первых занятиях Петя старательно сидел и рассматривал воспитательницу и других детей. И совершенно ничего не понимал. Не мог сосредоточиться на предмете. Однажды ему стало настолько скучно, а за окном была такая хорошая погода, что он встал и пошел погулять по чистым мирным небом и поискать бычков возле соседней курилки. Когда воспитательница попыталась его остановить, он послал ее нахер и начал драться. Вызвали заведующую. Воспитательница рассказала ей о том, как Петя бьет других детей, показывает им свой писюн и даже писает в раздевалке. Заведующая пыталась ласково договориться, но Петя спустил штаны и тоже показал ей писюн, сопровождая сей акт плохими словами. Вызвали маму и стали предлагать ей перевести Петю в специальный интернат, ссылаясь на задержку психического развития и невозможность дальше продолжать обучение в группе с нормальными детьми. Мама плакала и пыталась доказать, что Петя очень умный мальчик, но администрация была непреклонна. Тогда мама потребовала в ГРАНО психолога. Пришла еще одна тетя, она дала Пете карточки с разноцветными фигурками и попросила Петю разложить карточки в разные стопки. И, о чудо, он сделал это очень быстро, хотя даже не знал, как называются цвета и фигура. Тетя сказала, что Петя действительно умный мальчик, и всему бардаку виной педагогическая запущенность и психические травмы. Сказала, что если он вырастет хулиганом и гопником, а не талантливым инженером, то в этом будут виноваты не только война, но и родители с воспитателем. С чего я там начинал? По-моему, мы разбирали с вами тест, который позволяет разделить педагогическую запущенность и отставание в умственном развитии. Конечно, в обыденности не все так заострено и выражено, но все же бывают моменты, когда надо проверить у ребенка уровень развития психических функций. В этом видео мы научимся пользоваться методикой, которая позволяет изучать способность ребенка совершать такие логические операции, как абстрагирование и обобщение, а также способность к логическому переносу. Также эта методика определяет способность к обучению новым знаниям, умениям и навыкам. Для того, чтобы понять, как это работает, нам надо разобраться, что такое обучение. В отечественной психологии по этому поводу придумали очень хорошую модель. Итак, прошу любить и жаловать. Зона ближайшего развития. Маленький кружочек – это зона актуального развития. Это те задачи, которые ребенок может решить самостоятельно. Большой круг – это и есть зона ближайшего развития, или сокращенно ЗБР. Это задачи, которые ребенок еще не в состоянии решить самостоятельно, но его психика уже оснащена всеми необходимыми для этого функциями. Надо лишь немного подсказать, помочь, подтолкнуть, и вуаля, все решено. Так, собственно, и происходит обучение. С помощью учителя ребенок преодолевает зону ближайшего развития, и она становится для него зоной актуального развития. С этим все понятно. Теперь расскажу о методике. Это набор из карточек с фигурами разных цветов, форм и размеров. Ребенок в возрасте 5, 6, 7 лет еще не способен к классификации этих карточек по цвету, форме и размеру, но он уже готов к тому, чтобы его этому научили. В психологии этот тест называется обучающим экспериментом. Собственно, это и сделала психолог из ГРАНО в нашей истории. Она давала Пете подсказки и наблюдала за тем, как быстро Петя овладевает классификацией по цвету, форме и размеру.
Когда она убедилась, что с развитием функций все в порядке, сообщила, что весь бардак – результат педагогической запущенности. Ребенком просто никто не занимался. У него не было базы для освоения новых навыков. Вот и получили хулигана и негативиста. Итак, вот они. 2 колоды карточек по 24 штуки. В первом наборе присутствуют 4 фигуры 3 цветов. Круг, треугольник, квадрат и ромб. Видно, что фигуры разных размеров. Во втором наборе часть фигур заменяется на пятиугольники. Еще должен быть листок с изображением всех карточек, но думаю, можно обойтись и без него. Все просто. Даем ребенку первый набор и предлагаем разложить карточки в несколько стопок. Следим за познавательным интересом, за ориентировочной активностью. Терпеливо ждем. И ни хрена у него толкового не получается. Начинаем давать подсказки, дозированно, через интервалы времени, необходимые для ориентировки. Сначала это просто намеки. Какого цвета карточки? Чем похожи вот эти 2 карточки? Куда надо положить, вот, к примеру, эту карточку? Когда сортировка по цвету закончена, можно начинать работать с формой. Что это за фигура, сколько у нее углов, чем похожи эти карточки и так далее. Куда положим и тому подобное. Когда сортировка по цвету закончена, можно начинать работать с формой. Что это за фигура, сколько у нее углов, чем похожи эти карточки, куда положим и так далее. И, наконец, учимся сортировать по размеру. Не забываем, что надо лишь немного помогать, намекать и не показывать открыто, что именно нужно делать. Когда все уже идет как по маслу и карточки разлетаются по стопкам по любому признаку, усугубляем ребенку задачу. Заменяем часть карточек из колоды на другие. Вот те карточки, которые надо убрать, и вот те, которые надо добавить. И теперь мы можем оценить способность ребенка к логическому переносу. Насколько он способен применять метод решения одной задачи к другим задачам. В итоге делаем выводы, насколько быстро ваш ребенок обучается. Итак, уровень вашего ребенка возрос всего за каких-то 15 минут на очень крупную величину. Он закрепил новые логические операции, абстрагирование и обобщение, и способность к логическому переносу. При этом он получил квалификацию сортировщик. Можете смело доверять ему подходящую домашнюю работу. Разделять перемешанные предметы, к примеру. Это же круто. Вообще методика серьезная, и результат этого исследования рассчитывается по формуле, в которую входят оценки количества помощи, скорость ориентировки и способность к логическому переносу. Если интересно узнать подробнее, ссылка на полное описание методики находится под видео. Друзья, если информация была вам полезной, поддержите проект, подпишитесь на канал и клацните палец вверх. Оставляйте в комментариях вопросы и замечания.